Всем привет! Хочу показать вам, как и из чего сделала подставку под шампура. Как говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Также я начинаю готовиться к летнему сезону. У меня это труба ПВХ, диаметр 10 см, высота 35 см. Купили к ней заглушку, но заглушка, оказывается, тоже диаметром 10 см, не подходит. Нашла подходящие крышки. Это снаружи крышка, и внутри также подошла крышка от кофе Нескафе, коричневой крышки, она ровно по диаметру, ее вклеила туда. Верх трубы я подровняла ножом, наждачная бумага прошлась по всей трубе и покрыла акриловой краской. Распечатку на принтере приклеиваю на клей ПВА. Вокруг картинки сделала рамку. Молды самодельные и масса из шпаклевки. И на картинке девушка с самоваром, и эта рамка, и получилась такая нежная картина. И противоположную сторону решила сделать кардинально другой, хотя всегда стараюсь сделать в одном стиле. Приклеила картинку и также для нее сделала рамку из самодельной массы и из готовых отливок. И вот видите, картинку приклеила большую, не стала отрывать ее, просто закрасила, потом все это перекрою. Рамку, как и первую, и эту собираю из отдельных элементов. Обрезаю нужные кусочки, подставляю и приклеиваю. Клею все на клей ПВА. Готовые отливки клею на полимерный клей. Неудобно резать, так как одной рукой, другой приходится держать камеру. И вот так вот подставляю, смотрю, каким образом подходит куда, и приклеиваю. Верх и низ также решила обклеить оттисками из молдов. И оставляем все до полного высыхания. Элементы все просохли. И забыла сказать, что картинки я всегда покрываю акриловым лаком. Из тюля вырезала кусочки и также приклеила их по периметру. А затем готовую шпаклевку, если нет готовой, можно навести. Буду наносить и кисточкой делать фактуру.
После высыхания все выступающие элементы покрыла серой краской, серая акриловая краска. И в эту же серую краску добавила синий колер и зеленый колер. И этими красками поочередно кисточкой, макая в одну, в другую, буду окрашивать. После полного высыхания покрываю одним слоем акрилового лака. Коричневая краска все выделила элементы выступающие. И далее в коричневую добавила белой. И вот почти сухой кисточкой буду выделять фактуру. Из желтой нити хочу сделать дно подставки. На листок нарисовала диаметр и вставила в файл. И на полимерный клей буду приклеивать.
Хотела так оставить, но все-таки решила белой акриловой краской еще выделить все выступающие элементы. На губку берем немного краски и легкими касаниями проходим по верхушкам. Подставка готова, и я нанесла 3 слоя лака с промежуточной просушкой. Но еще, скорее всего, нанесу яхтный лак, так как она предназначена для улицы, для беседки. И вот что в итоге получилось. Шампура, я думаю, смотрится хорошо в такой подставке. Но также можно и другое применение найти. Дно у подставки не протекает, я уже проверяла, так как двойная крышка приклеена все на полимерный клей. И можно использовать как вазу для живых цветов. Если видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!